Кубок Гагарина. Сезон 2014-2015 года. В серии полуфинальных матчей питерский СКА против Центрального клуба «Армии». Напряжение нарастает с каждой минутой. Панарин забрасывает шайбу. А это всего несколько месяцев спустя. Другой чемпионат, другой континент, другой хоккей. Но проходят считанные минуты, и зрители слышат все тот же восторженный возглас, пусть даже и с американским акцентом. 3 удачных удара подряд. Хэт-трик. Совсем не рядовая ситуация даже для национальной лиги. На лавку приехал, пацаны, красавец, красавец. Да, все. В 2016 году, в первом же сезоне в НХЛ, лига отдает ему 2-е место в своем рейтинге лучших мировых хоккеистов. А это тоже он, но 13 лет назад. Артемий Панарин с позором отчислен из спортивной школы, как самый бесперспективный и безнадежный для хоккея ребенок. Не думал, что он выстрелит. Он, как вам сказать, такой не был, как звездный мальчик, как хоккеист. Такая передача, Панарин, гол! Он себе на уме, хитрованчик. У меня выбора не было, я не выбирал эту игру. Это игра, которую я люблю просто. Я-то был вялый, сопля зеленая. Болтался там, ходил. И так же катался, и на ветру меня болтало тоже. Он как, наверное, 47-й номер бегает. Будущая звезда мирового хоккея в детстве действительно совершенно не подходил для игры, в которую, как известно, играют только настоящие мужчины. Худенький такой был, маленький. У него часто ангина была. Но деда Артемия, Владимира Ильича, такие нюансы нисколько не смущали. Не спрашивая согласия внука, он просто однажды поставил его на коньки и сказал: «Будешь хоккеистом». Коньки я ему взял на прокате. А на его, на 5-летнего, подобрали фигурные коньки. И вот этих фигурных коньках-то он первое начинал открытие. Эти первые шаги Панарин запомнил на всю жизнь. В 5 лет кататься ему совершенно не хотелось. Он мечтал о компьютере и собаке, а вовсе не махать клюшкой на скользком льду. Все через слезы, через обман, за шоколадки заставлял меня, мотивировал как мог. Родители Тёмы развелись, когда он был совсем маленьким. Большую часть времени он жил у бабушки с дедом. Поэтому избежать тренировок, которые ежедневно устраивал Владимир Ильич, было просто невозможно. Учил я, как тормозить, перед бортом подъезжать угольничком таким. Скорости бегали. Значит, давай от синей до борта, от красной до борта. По 2 часа, по часу его на стадионе на нашем, вокруг стадиона. Вот он его гонял, там круг большой был, залитый. И вот он его начинал катать. А еще дед заставлял 5-летнего Тему ходить в коньках по квартире. Вместо домашних тапочек. Причем коньки эти были ни много ни мало 39-го размера. Но зато настоящие, хоккейные. Дед откуда-то взял эту систему, видать, чтобы ноги, может, формировались как-то уже под коньки. Я одевал свои валенки и вставал в деда коньки. И никто и не думал, что Артем-то у нас подымется. Маленький, а тут все дальше больше. В маленьком Коркино, где родился и рос Артемий, спортивных секций почти не было.
И как только внук научился более-менее держаться на коньках, Владимир Ильич повез его в челябинский трактор. Вперед, смотрим. На шайбу не смотри. Коленки согнули. Челябинский хоккейный клуб всегда считался одним из самых сильных в стране. Тренироваться здесь было престижно и перспективно. Ну как, трактор — это бренд. Туда большинство родителей ведут детей туда. За свою историю клуб вырастил многих чемпионов. Здесь играли защитники Сергей Стариков и Николай Макаров, нападающий Сергей Гомоляка и Сергей Макаров, легендарный вратарь Сергей Мыльников. Здесь все работали на результат. Ничего удивительного, что дед мечтал, чтобы внук пополнил ряды хоккейных звезд. Но от Коркина до Челябинска нужно было ехать почти 50 километров, а тренировки проходили каждый день. Возили мы, значит, 6 дней в неделю и 8 месяцев в году. Представляете? Он у меня в машине спал. Я со слезами, конечно, его провожала, потому что я в 5 часов вставала, и его это где-то минут 10, 6 или 15 будила, и он вот сидит вот никакой. Но я все-таки покормлю его. Я уже говорила, вы хоть делаете выходной среди недели, ну дайте ребенку выспаться. Причитания жены деда не подкупали. Он тащил мальчика на тренировки, даже когда тот был простужен. А как хотели вы? Жалеть, а зачем такой? Это уже не игрок будет жалостный. Должен ты играть, привыкать. Привыкать к новой жизни ради Тёмы приходилось всем. На ежедневные 100-километровые поездки нужно было много бензина. Бабушка завела корову и продавала молоко, но денег все равно не хватало. Форму будущему хоккеисту собирали в прямом смысле вручную. Перешивала что-то, вот гетры тогда, ну, конечно, у ребятишек была форма новая, все, а у него все старое. Вот я ушивала ему, чтобы ему это небольшие были трусы вообще. Потом они расползлись. Я щитки из больших тоже здесь. Иван Егорович Барон был директор. Он тут старое бэушное мне все дал. Нагрудники, я вот это, из этого я ему перешивал на 5-летнего. За все нужно было платить, поэтому нам некоторые родители из Челябинска помогали в этом плане. Если бы не они, тоже могли бы мы и остаться здесь навсегда. Будущий нападающий Георгий Белоусов в те годы тоже тренировался в тракторе и также ездил в клуб из Коркина, как и Тёма. Все начиналось очень тяжело, и дедушка возил нас в Челябинск, и мой отец с мамой возили нас вместе в Челябинск. Все хотел отдать, чтобы что-то там у них случилось, и они не приехали за мной, потому что хотелось больше погулять там с ребятами. Несмотря на все усилия родных, любовь к хоккею в Панарине никак не просыпалась. Парень был готов заниматься чем угодно, только не выкладываться на льду. Мы были детьми совсем, но это было уже прям по-взрослому. То есть гоняли и на тренировки, и уже после тренировки там были разбор полетов в дороге. Здесь-то мы приходили вечером там кататься, 1,5 часа тут отдавали. А там у нас были график по часу. Но это же мало. Для Владимира Ильича эти разговоры были возвращением в собственную молодость. В те годы, когда он сам играл в хоккей, когда мечтал о высшей лиге, о громких победах, о том, как весь мир узнает имя Владимира Левина. Они начинали здесь у нас на стадионе еще играть в хоккей. Левин, Фельд, еще Галкин был самые такие вот знаменитые хоккеисты.
В маленьком худеньком внуке Владимир Ильич узнавал самого себя. И юношеские мечты вновь оживали. Левин у нас самый такой маленький, но шустрый был. Самый шустрый, везде обгонял. Голы забивал хорошо. Спортивная карьера у деда не задалась. Но тем отчаяннее он хотел, чтобы у Артемия все было иначе. Катался он по диаметру, смотрю, он там выправится и катает. Я клюшкой по борту, он уже понял. И кричу: Артем, садись. И он садится, увидит, что я стучу, и сразу раз. У него же там спина болит, а он мне орет: садись ниже. Ну и на самом деле это правильно было, потому что очень важно для игрока катание. Так что деду спасибо. Много лет спустя именно отличная посадка, фантастическая маневренность и нереальная скорость сделают Панарина одним из лучших игроков в мире. — 23 июня 2016 года. США. Лас-Вегас. Церемония NHL Awards. Национальная лига вручает индивидуальные награды самым ярким хоккеистам сезона. Следующий приз — Calder Trophy. Награда лучшего новичка. And the award goes to Artemi Panarin. Никто в этом зале не догадывается, что новая звезда мирового хоккея много лет назад должен был уйти из спорта, даже не начав еще как следует играть. Его просто забраковали тренеры «Трактора». Ну, я поставил лучшего игрока, лучший игрок на тот момент. Панарин был слишком маленьким по меркам хоккея, слишком щуплым, слишком худым. Вот взять мальчика вот этого в красной майке, и вот маленький стоит. Вот Артемий был такой, а все остальные вот такие были. Хотели, чтобы подрос, и вес набрал. Он вот бегает целый на улице, все, я его тащу. Как же, говорю, ты будешь заниматься, и обязательно надо кушать. В один день тренер Олег Семендяев объявил, что переводит Панарина из «Трактора» в «Сигнал», учебную базу клуба. Явно намного ниже рангом. Обидно было, конечно. Почему это надо было Семендяева спросить? Из-за чего он его выгнал? Я не могу сказать. У меня язык не поворачивается. Наверное, дедушка меня не так понял, как я-то отправил из благих намерений, чтобы он не сидел на лавочке полгода, а чтобы набирал игровую практику, чтобы он там играл. Однако играть в «Сигнале» ни Панарину, ни его деду совсем не хотелось. Что бы ни говорили тренеры, такой перевод был равносилен отчислению. «Сигнал» — это очень непрестижно было. Как бы это вторая команда, они там где-то ковырялись, там в каких-то лигах непонятных. Ну, дворовая просто команда. А ведь Артемий в тот момент только-только почувствовал вкус к игре. Ему нравилась команда, друзья. Ему впервые стал нравиться хоккей. Я думаю, что психологически было тяжело. Это, в принципе, в таком раннем возрасте пережить такое неприятное, грубо говоря, когда тебе тренер говорит, что ты не нужен. Но и в «Сигнале» Панарину были не особенно рады. Ошибку тренеров «Трактора» повторили снова. Хотя Тёма уже начал забивать один гол за другим, никакого исключительного таланта в парне не увидели. Сразу же не скажешь, что ребенок, допустим, будет будущая звезда хоккея. Вот. Но все равно задатки у ребенка видно. Видно задатки у ребенка. Только просто потом надо их развивать, трудиться. Бросок поворотом, промах, к сожалению, пас на Не хочется верить в такую несправедливость, как талант. Ну как так можно? Это же нечестно получается. Так что я хотел бы верить, что это все идет от воспитания.